тренировались просто на износ. Фингал под глазом. Отсосы команды. Ладно, они красавчики, да. Сервера в Казахстане. Как вы можете играть? Говорить о том, что мы рассчитывали победить мейджор, ну, такого точно не было. Потому что, честно вам скажу, мы эти 5 дней просто умирали. Спали по 5 часов, ели рис. Ну, тут народ нормально идет. Они классно подбирают место, да? Игроков нету. Много команд, которые очень интересуются Сашей Симплом. И я вообще не понимаю, чего им вообще надо. Работает? Да. Мужчина, правда, сзади сидит, но ладно, будет для фона. Всем привет. Это мой личный охранник, который сидит слева. На самом деле, давно назревал этот разговор, очень серьезный. И обсудим сейчас в такой спокойной, легкой атмосфере вообще планы и все остальное. И не планы, вообще все обсуждать. Вот, ребят, в очках, честно, никакого пафоса, просто фингал под глазом. Не хочу, сука. Итак, поехали. Значит, смотрите, о чем мы сегодня поговорим. Первое, это у нас мы обсудим выпуск книги, когда, что и как, где можно купить, будет и все остальное. Второе, наш проигрыш на этом турнире, на ESL Pro League. Также наши проигрыши вообще, в принципе, за последние несколько месяцев, их уже накопилось так достаточно, да. Начинаем, наверное, начнем разговор там и про E-лигу поговорить, можем поговорить про финал мейджора, который мы проиграли. Короче, все понемножку. Поговорим также о лиге, которую мы открыли буквально вот на днях, CIS eSports на Face, вместе совместно с Faceit. Ну и вообще каких-то планах там, просто поболтаем. Редко мы такое делаем, вот, ну, уже пора. Значит, по поводу книги. Книгу отдали вначале одному редактору, потом ей занимался второй редактор. Сейчас, наконец-то, мы заключили, потому что была долгая вообще волокита с подписанием контракта с издательством. Сейчас мы подписали уже контракт, с издательством все хорошо, все четко. Это будет крупное издательство, которое работает по всему миру. В первую очередь оно ориентировано на СНГ. В первую очередь вообще можно будет заказать по всему миру. Мы выпускаем книгу в первую очередь на русском языке. Во вторую очередь у нас задача выпустить на английском языке. Мы сейчас занимаемся переводом, но это займет некоторое время. Вот, но на английском языке тоже будет книга, все будет хорошо. Купить ее можно будет на сайте, все будет очень просто. Вы заходите, вас перекидывают, смотря в каком вы регионе, и вы делаете заказ. У нас будут классные акции, возможность, чтобы вам доставка была намного дешевле. Короче, все будет круто в этом плане, поэтому будем продавать везде: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и вообще в любую точку мира. Вот. Когда именно, ну, у нас, кто знает, идет такой процесс верстки страниц. Вот, сейчас идет такая важная подготовительная часть. Вот, работаем над обложкой книги. Вот, могу сказать, что в книге будут очень качественные страницы, будет классная обложка, если она, конечно, это кому-то нужна, твердая, большая, красивая. Вот, и в целом, короче, все должно быть очень классно, мы стараемся, мы делаем все от души. По поводу самой книги, ребят, много у самого есть переживаний, потому что, писал от чистого сердца и хотел вложить в нее душу, хотел реально поделиться и жизненным опытом, и геймерским опытом, и опытом чемпиона. Всеми знаниями, которые у меня скопились, переживал, не знал, что да как. Поэтому, в принципе, хотел даже просто послушать мнение со стороны, отдал эту книгу почитать там своим друзьям, знакомым, спортсменам в том числе, бизнесменам, разного возраста людям, геймерам, фанатам, всем, скажем так, разностороннего плана, разным ребятам. В книге будут фотографии вставлены, порядка 30. Пообщались с самыми топовыми геймерами или просто с моими друзьями из киберспорта, с такими личностями, как Зони, Глейв, Zero Gravity, Сеня, Райс и много других ребят, которые будут описывать какие-то определенные события, ситуации, тоже внесут свой вклад в эту книгу. Hello. Говорят, что читается очень легко книга, много
смешных моментов, интересных моментов, очень круто представляется картинка. Все, кто читали книгу, они ее прочитали буквально за 3-4 дня. Я на самом деле был в шоке, потому что обычно 400 страниц читается намного дольше, да, но вот почему-то на таком легке проносилось у всех время. И еще также, конечно же, в этой книге собрано где-то просто отдельные 50 страниц, просто советы, которые посвящены в первую очередь, наверное, геймерам, но, наверное, это советы, наверное, вообще любому человеку, который хочет добиться успеха, потому что там вложено много всего другого, не только связано с киберспортом. Вот. И просто даже обычные люди, которые в жизни или даже спортсмены, когда читали эту книгу, говорили о том, что эти советы, они где-то даже начали применять в своей жизни. Вот. Часть, конечно, связана там с тем, что там мысли материальные, режим. Мне просто сразу ассоциации с Ревой, который недавно был в Камеди, который рассказывал, Тони Роббинс, да, мой график такой ползунок вверх. Этот график я разрабатывал 5 лет, такой стрелка вверх. Или знаешь, я написал книгу о том, во сколько должен просыпаться человек. Книга называется 8:30. Значит, это посвященная книга. Вот, то есть такой ерунды я старался, конечно, поменьше, потому что, все это уже... Книга, должна быть классная, все должно быть круто с ней, и выпустить мы ее должны. Предзаказы, может быть, начнутся уже перед зимой. Успеем или нет, не знаю, но главное, что уже все, занимается этой книгой издательство, уже все подписали, все круто, скоро будет. И я думаю, что вам понравится. Вот. Дальше, дальше по поводу самой, наверное, важной темы, это что же происходит с командой, будущая команда и отсосы команды на турнирах, на этом в том числе. То, что вы видите со стороны, на видосах мы ходим, гуляем, смеемся, орем, прикалываемся, покупают дорогие вещи или все как-то ведут немного пафосно. Это все такая определенная картинка, которую вы видите, то есть часть нашей жизни. И я не хотел бы, чтобы, не то что не хотел бы, но, по крайней мере, я понимаю, что у вас создается определенное мнение из-за этого, да, и вы можете подумать о том, что нам, в принципе, пофиг, вообще все расслаблены, все ржут, и все остальное, зажрались и так далее. В первую очередь, тут народ нормально идет, они классно подбирают место, да. Соответственно, ребят, не стоит задача вам что-то доказать и что-то показать. Я просто хочу вам рассказать, и есть, поверьте мне, вторая сторона медали, где мы проигрываем, где мы плачем. Можете даже в это не верить, где мы очень сильно переживаем, не спим ночами и реально, испытываем дофига стрессов. Вот. И кто-то меньше, кто-то больше, но это есть. Давайте по порядку, да, то есть у нас начнем, к примеру, давайте такой чтобы не сильно отдаленный период, начнем с чемпионата в Швеции DreamHack, который мы проиграли Норсом. По-моему, если не ошибаюсь, четвертьфиналом, причем в Фламину. Вылетели довольно-таки уверенно с того турнира. Мы перед этим турниром тренировались ровно 1 день. Почему? А потому что произошли определенные события одного из тиммейтов, скажем так, или вообще, в принципе, скажем так, из состава участников, неважно, это игрок или еще что-то. И из-за этого мы не могли тренироваться полноценно командой. Вот. Мы возвращаемся, дамы и господа, продолжаем нашу спокойную, приятную беседу. И сейчас мы поговорим с вами по поводу того, что же с командой не так и с какого конкретно момента это все началось. На самом деле с командой с самого начала были проблемы, вот, но никто об этом не знал и об этом вам не скажет. Потому что это такие скрытые нюансики, вот, важные. Проиграли мы в Швеции команде Норс. Как я уже сказал, были определенные обстоятельства на этот счет. Тем не менее, проиграли Норсом, причем без шансов. Вообще, Норсы выиграли турнир при этом. Ладно, они красавчики, да. Дальше мы идем, у нас следующий турнир, это мейджор.
перед мейджором у нас была подготовка на буткемпе 5 дней. Честно вам скажу, мы эти 5 дней просто умирали, тренировались просто на износ. Спали по 5 часов, ели рис. Была проделана за 5 дней колоссальная работа, и я не знаю, вот с учетом того, что мы планировали готовиться перед шведским дримхаком около 2 недель, с учетом того, что мы, минимум там 10 дней у нас выходить должно было, но мы потренировались 1 день, с учетом того, что мы так плохо выступили в Швеции и потренировались всего 5 дней перед мейджором, говорить о том, что мы рассчитывали победить мейджор, такого точно не было. Да, где-то всегда есть вера у команды, которая занимает 2 место в рейтинге, в мировом рейтинге, команды, которая уже выиграла чемпионат мира, можно сказать, в Кёльне, обыграли там лучшую команду Астралис, и так, всегда есть какая-то мысль на подсознание в любом случае, что ты можешь выиграть самый крутой чемпионат. Но вопрос в том, заслуживаешь ли ты его победить, этот турнир. Эта мысль, она тоже присутствует, и тут даже вопрос даже не мысли, а, наверное, вопрос реально в деле, да. И психология в Counter-Strike, наверное, вообще в киберспорте, она имеет очень большую значимость, и даже какие-то банальные вещи, если вот Астралис сыграли с нами на мейджоре финале, они себе сказали: ребят, мы, искренне веря в это, что мы работали больше, мы тренировались больше, мы заслуживаем больше, мы знаем, что у Нави там по каким-то причинам они тренировались меньше, психологически они уже себя как-то увереннее чувствовали в этот момент, когда мы там попали под какое-то давление. Я не могу сказать, что это вот ключевая вещь или это имеет значение, но в психологическом плане она присутствует в любом случае. И мы круто шли по турниру, мы реально плохо сыграли первый матч. Кто смотрел весь мейджор, кто был с нами, да. Okay. We have a technician that needs to look at the fireplace now. Okay. Take like 10 minutes. Okay. Мы первый матч проигрываем команде Астралис на Инферно, по-моему, 16-14, причем совсем немножко не дожали. Классно показали игру, но мы понимали, что мы вообще не сыграли на свой максимум. Поэтому не сильно расстроились, то есть была борьба, счет 16-14, первый матч все-таки против Астралис. Дальше по итогу мы пошли по сетке и, реально показывали классный КС. Помните там матчи с Бигами, четвертьфинале, по-моему, в полуфинале с кем мы встретились, с Мибрами. И вот финал мейджора для Вани Эдварда, для Флэми. Это был реально еще очередной шанс выиграть этот мейджор, потому что вместе с ними проиграли до этого 2 финала, но я выиграл мейджор с Гамбитами, у меня есть какая-то там, галочка маленькая, что я вот мейджор выигрывал, но поверьте мне, это никак не влияет на то, что вот я выиграл, и как-то хоть чуть-чуть все равно, наоборот, у меня была огромная мотивация, огромное желание. Саня Симпл, который проигрывал уже финал мейджора и знает, что это такое за команду Liquid. Вот ты идешь на этот матч, ты настраиваешься, ты общаешься о том, какую будешь ты играть карту, какие-то комбинации. Это финал мейджора, все, и ты просто приходишь, и ты понимаешь, что происходит что-то в первую очередь с тобой, или в первую очередь что-то или с командой, что-то в первую очередь, а во вторую очередь с тобой, непонятно, да? Но ты понимаешь, что вот что происходит непривычное, нормальное состояние. Вы скажете, кто-то скажет: Даня, так как-то с тобой может происходить, тебе же там за 30-ку уже, ты же такой опытный чувак, ты уже выиграл столько турниров. Вот я вам отвечаю, что даже несмотря на то, что мне уже больше 30 лет, 31, я все равно испытываю эмоции, все равно в игре и нервничаю, и бывает, раунд остаюсь там 1 в 1, и у меня сердце просто вот так вот бьется, я переживаю. Я не знаю, это какие-то неконтролируемые процессы, которые не зависят ни от возраста, ни от опыта, ничего. Наверное, я столько до сих пор играю в Counter-Strike, потому что CS дает мне те эмоции, которых мне не хватает в жизни, того адреналина, тех ощущений. И самое главное, что есть просто определенные уже способности
справляться и работать над этими эмоциями, с вот этими там процессами, которые возникают в игре. И у меня уже есть опыт, уже понимание того, что для этого нужно делать, да, там определенные упражнения, там правильно дыхание настраивать, там питание, больше воды пить, там чай, кофе, все в правильном распределении. Далеко не всегда это спасает тебя от ситуации, но по крайней мере ты можешь реально побороть свои эмоции, прийти в свое нормальное состояние за счет определенных упражнений и начать как минимум дальше пытаясь собрать там свою команду. Понимаю, что у кого-то из молодых ребят могут быть такие же примерно похожие эмоции, но они не знают, что им делать. Они просто замыкаются, ты понимаешь, у них трясутся руки. И я, поверьте мне, уже очень много такое наблюдал. И где-то на мейджоре финале у нас это было. Мы реально играли с Астралис. И я понимаю, что у нас голос у ребят, не буду говорить там кого-то конкретно, но в целом команды вот такой вот ТС, да, идет, то есть такое общение, что вот я дам флешку, да почему ты не дал, да я вышел, то есть вот такой вот какой-то вот, просто мандраж, и играют против тебя чуваки, которые ничего особенного не делают, особенно на том же оверпассе, да, которые, сука, мы классно играть умеем и можем, просто, блядь, вот все, словили измену, и непонятно, то есть надо было использовать, наверное, какие-то уже такие сверхспособы, там, типа, там, есть, знаете, там такая тема, типа, надо очень громко заорать, сильно побить, типа, как-то встрястись, чтобы человек пришел в себя, потому что это вот, знаете, вот, когда все трясет, я не понимаю, прикройте меня, вот в таком состоянии, просто потому что это нервы, это все, это на самом деле, это вот тяжело объяснить, передать словами, это нужно реально, это кажется, как бы, может, где-то, да, я показываю это забавно, но на самом деле это просто, когда ты это испытываешь, и я понимаю, что когда мне это происходит, я на опыте, это одно, а когда тебе 20 лет, я вижу ребята молодые, и у них это намного по-другому все, и я понимаю, что там просто жесть, или жопа, непонятно, то, конечно, тяжело. Ну и в свою очередь, конечно, ты играешь против команды, с которой нельзя так играть. Ты играешь с командой, которая, если ты вот даешь какую-то слабинку, если ты даешь какой-то вот мандраж, если она чувствует, знаете, как она чувствует, как кровь, как хищник, что ты, сука, поплыл, как мы говорим, да, что ты не играешь жестко, хладнокровно и уверенно, то она тебя, сука, добивает, она тебе просто начинает над тобой работать очень, очень профессионально. Но Астралис на сегодняшний момент, безусловно, самая крутая, самая профессиональная команда, в которой есть капитан Глейв, который где-то напоминает меня, молодого, такого парня, которому было там 24 года, который был капитаном команды Нави, и команда Нави поставила все рекорды, выиграл там все, что можно, мы выиграли в 1-6, да. Я вижу в нем и у него тренер Зони, который был когда-то с нами конкурентом, и очень большой опыт, крутой стиль датский, все четко, как вы видите, вот сходит с тетрадочкой, все у них и тимплей, и стрельба, поэтому тут, конечно, респект огромный этой команде, они красавчики. В итоге проигрываем мейджор. С одной стороны тилт, с другой стороны вроде как неплохо, второе место. Приезжаем в Нью-Йорк, прилетаем, этот джетлаг, хлысь, помните, проиграли команде Гамбит, все, вылетели с Нью-Йорка, даже рассказывать особо нечего, не знаю, просто сели и хреново сыграли и вылетели. Дальше у нас, получается, был эпицентр. Перед эпицентром мы какое-то время потренировались, все классно было, садимся в финал эпицентра, и тут бац, у команды просто какое-то... Тяжело даже объяснить, что в плане психологии происходит с людьми, но вот просто бац, все какие-то нервные, злые. Все, мы садимся, кто-то чем-то недоволен. Ладно, это все не должно звучать какие-то оправдания или какие-то отмазки. Просто вам рассказываю, делюсь вот жизненными такими вот ситуациями, которые реально происходят с командой. И вот реально мы играем в финал, и нет такого вот контакта. Наверное, может быть, нам нужен еще какой-то дополнительный психолог, потому что у нас вроде как психолог есть, но может нам нужен какой-то с другим подходом, с другой спецификой, потому что, вот непонятные какие-то вещи происходят, и они вот не контролируются, и все, и мы вот бацаем, вот мы играем, мы уже играем, у нас банально там должна быть синергия, банально должно быть вот чувство такое вот совместной игры,
Ну а когда там тебе чувак говорит, там, я тебе дам флеш, а вот мне твой тиммейт просто выбегает, ты вроде как он тебе говорит, да, но он выбегает, ты даешь мне флеш, флешишь его, он орет на тебя, какого хера ты мне дал флеш, сука. Ты ему говоришь, так я ж тебя предупредил, что значит ты предупредил. И вот когда вот в такого формате начинается общение, ну, как выиграть практически, ну нереально, да, особенно у сильной команды. И все, вот, мы проигрываем команде FaZe. Очередной финал. Честно, проигрывать финалы очень достало. Даже вчерашний проигрыш Liquid, ну, конечно, там без шансов, что-то оправдываться тоже нету смысла. Кстати, вот могу сказать единственный момент позитивный по поводу разницы вот нашего проигрыша на эпицентре в финале FaZe и проигрыша вчера Liquid. Мы на эпицентре реально были вот проблемы вот такие вот с эмоциями, с общением. Вчера мы реально тут общались классно. Все ребята давали четко инфу, все верили до конца, все старались, все шутили. Вообще проблем с общением не было. Я сыграл ужасную свою игру. Почему, спросите? Честно, просто банально. Сука, я не выспался, и у меня есть такая тема, что бывает перед важными матчами меня подрывает в 7 утра, и я почему-то не высыпаюсь, и все. И потом не могу заснуть. И у Вани бывает такое. Может быть, это связано с возрастом. Я не знаю. Бывало такое, когда ты был молодой, когда тебе было 20 лет, но ты как-то это проще переносил, энергии больше в организме. Это 30, с этим это сложнее. Тем более игра была поздно вечером. Я сижу, я просто понимаю, что я залился уже кофе, я уже просто делаю какие-то упражнения, там, чтобы как-то восстановиться, но я не могу, мозг не соображает, делаю очень все в таком каком-то дурацком состоянии. И против меня еще играют чуваки, которые, я не понимаю как, но они без шансов просто убивают меня. Но бывает такое, что ты, как бы, окей, я там капитан, ну дайте мне уже как бы ссылку, я старый конь, как говорит Сеня, ну уже да, реально там плохо играл, базара нет, и, ну, есть команда, да, то есть если даже там кто-то сосет, есть ребята, которые могут переворачивать события, но по сути, как бы я понимаю, что в принципе, нас команда переехала как бы всех вместе. Ну, может, Саня Simple единственный, да, который, в принципе, в плюсы сыграл, он выделялся среди нас, играл лучше. Мы же все сыграли хреново. Там сказать, что кто-то там чисто проиграл или там из-за меня, или из-за кого-то конкретно, я не могу сказать. Вот, поэтому, ну, с одной стороны, плюс, потому что я не хотел попадать в финал и проиграть в финале. Вот, дурацкая шутка. Но, тем не менее, лучше уже проиграть так. Но на самом деле мы не заслуживали идти дальше вперед. Если мы проиграли команде Liquid, то мы бы проиграли и команде Astralis, мы проиграли и команде Mousesports, и, скорее всего, проиграли бы команде Mibor. Этим командам на сегодняшний момент мы, наверное, уступаем. Не знаю, может быть, теоретически в другой ситуации мы могли бы выспаться, все там собраться и показать другой КС, и вы знаете, что мы это умеем, мы это можем, но на сегодняшний момент, по факту, если рассуждать, то факт вот такой, что мы вылетаем с этого турнира и занимаем 5-6 место на этом чемпионате там, не знаю, кто скажет, мира, можно в принципе назвать его мира. Но опять-таки вот был турнир там Blast, да, я там быстро перескочил на этот турнир, был турнир Blast, который мы выиграли, и все показывали крутую игру, я чувствовал вообще, было чувство ходить и убивать людей, все было четко, раз на раз не приходится. Есть как бы одна команда в мире, которая показывает самый стабильный результат. Если вы посмотрите на любую другую команду, то просто проанализируйте и скажите, что кто-то играет стабильнее в этом году, чем мы. Есть рейтинг, на сегодняшний момент мы там топ-2, топ-3 рейтинга этого мирового. Это что-то значит мы за год показывали тоже стабильную игру. Где-то выигрывали, где-то занимали 2-е, 3-е места. Вот. Поэтому, когда начинается этот кипиш от фанатов, там якобы, да, которых я уже сказал, что типа вот, что за херня, вот эти левые какие-то комментарии, что нам делать и советы, как бы, ну, я это все воспринимаю, ну, в большинстве случаев как детский лепет. Иногда действительно есть достойные мысли, достойные идеи. Видно, что человек как бы не просто хочет написать какую-то херню, а говорит, пытается как бы найти
какую-то, может быть, проблему, может быть, просто хочет поддержать. Очень приятно, когда просто, вот реально, я считаю, фанаты, если мы говорим о фанатах, это те люди, которые по-настоящему тебя в сложный момент, в сложный период поддерживают. Потому что, когда тебе, сука, плохо, поверьте мне, от того, что вы напишете, сука, еще, чтобы тебе было хуже, или там добьете, то это, знаете, это как вот уже выстрелил 10 патронов человека, он уже лежит, кровью задыхается, ему уже плохо, он умирает, а ты подходишь такой, ну ты, сука, понимаешь, достаешь пистолетик, так, понимаешь, такой, и еще не добиваешь, да, и еще ему так вот в ножку куда-нибудь, в пяточку, чтобы он, сука, еще помучился, да, так, ты дых, вот, лупишь. И получается, как бы, когда вы так делаете, это, конечно, неприятно, и я считаю, фанаты так не поступают. Фанаты в трудный момент, в трудный период, друзья, фанаты, поддержка. Снимем очечки. Вот. Уже, в принципе, попроходило более-менее. По поводу этого всего поговорили, по поводу выступления поговорили, по поводу фанатов, всех ваших комментариев я вам сказал все. Планы, как бы, еще дальше двигаться вместе, и есть все-таки желание, выиграть вместе мейджор, выиграть мейджор для Na'Vi, в первую очередь, для организации, с которой мы вместе давно, и у нас будет такая возможность, и мы обязательно постараемся, я, по крайней мере, могу сказать за себя, я обязательно постараюсь это сделать. Могу сказать, что у нас впереди есть чемпионат Blast, который будет через 5 дней. Возможности подготовиться к этому турниру у нас особо не будет, потому что у нас просто нет ни компьютеров, ничего. Мы сразу улетим отсюда в Португалию. Поэтому будем тащить на морали и на вере, и на старом порохе, так сказать. Много воды, с одной стороны, но надо было вам это все рассказать, показать, объяснить, как вообще это все происходит. Так что, ребята, на данном этапе мы в любом случае движемся вперед. У нас есть турнир, и у нас есть возможность, несмотря на то, что мы проиграли здесь якобы без шансов, даже его выиграть. Мы постараемся, приложим все усилия, ничего обещать не буду, загадывать ничего не буду. Что будет дальше, посмотрим. Лига. Мы открыли лигу, как вы знаете, CIS eSports совместно с FACEIT. Это официальная лига в СНГ, первая, в которой будут разыгрываться 3 слота ФПЛ в Европу, 3 слота ФПЛЦ, это, скажем так, перед главным ФПЛом. Вот. И много разных призов. Суть очень простая, ребят. Вы заходите по ссылочке, которая у вас под этим видео, на сайт, в подписку заходите на наш сайт cisesports.com. И если вы хотите принять участие в нашей лиге, вы покупаете подписку, которая стоит $4, но вводите Zeus промокод Zeus, и получаете скидку 25%. Платите $3. И участвуйте целый месяц в нашей лиге. Есть комментарии, которые пишут о том, что вот, эта лига платная, нахера она нужна, вот эти все дела. Да это читай, их очень мало, кстати, потому что, это как бы бестолку такое писать. Но, тем не менее, я хочу вам рассказать несколько моментов. Ребят, я проводил турниры, как вы знаете, свои Zeus Киберкап. Я на платформу в один момент вложил порядка $100 000. У меня был выбор. Либо мне идти играть дальше, либо мне развивать эту платформу и выводить ее на другой уровень. Решение было непростым, честно сказать, и обстоятельства были разные, но я принял решение, что я буду играть дальше. В итоге мы эту платформу и все, что это дело разрабатывалось, закрыли, потому что не было у меня времени просто банально найти финансирование дополнительное, и при этом не нашлось человека, который мог бы реально двигать эту платформу вперед. Не хочу там долго рассказывать, но мне очень забавно читать ваши комментарии или там просто какие-то высказывания. Вы понимаете, что FACEIT потратили на античит около $1 миллиона. Это очень серьезный античит, большой, чтобы, отсеять, по крайней мере, хотя бы там 99% таких читаков. Да, может быть, можно написать какой-то софт, но поверьте мне, это будет стоить немало денег, и FACEIT постоянно обновляет свой античит для того, чтобы отлавливать читеров. Я не говорю о том, что их полностью нет, но в принципе, как бы в большинстве случаев, их нету. Они сделали платформу. Эта платформа, огромная, уникальная, на которой есть просто дофигища всего. В нее вложены $миллионы, над ней работают
сотни сотрудников. Это просто огромная платформа, на которой играют со всего мира. Они стараются, и мне кажется, они делают все очень круто технически. У них разыгрываются крутые конкурсы, у них классная система, у них всегда четкие сервера. Все люди, у них, в отличие от матчмейкинга, там классный тикрейт. Они стараются раскидывать сервера по всем регионам. Они занимаются, профессионально занимаются и стараются реально сделать качественный продукт. И когда кто-то из вас пишет, что нужно заплатить $4 в месяц, чтобы играть, к примеру, на какой-то лиге, вот, допустим, у нас, где у нас разыгрываются призов уже на данный момент на $4000, хотя у нас вот в ближайшее время мы хотим там увеличить призовой там до $10 000. У нас разыгрываются 3 слота главных на FPL, где вы можете, пройти туда отборочные, вас там могут заметить, с вами может подписать профессиональная команда контракт, может вам дать шанс пробиться, в киберспорт. И когда вы пишете какую-то херню о том, что, это все, вообще плохо сделано и все неправильно, мне просто очень смешно, ребята, за этим всем смотреть. И я вообще не понимаю, чего вам вообще надо. Поэтому, чуваки, не гоните беса, мы реально сделали крутую лигу. Мы откроем скоро сервера в Казахстане, мы откроем сервера в Сибири. У нас очень крутой хаб, у нас уже дофига подписок, у нас идут постоянно игры, разыгрываем дофига крутых призов. Все к нам заходите, все ссылочки будут в описании. Промокод Zeus. Погнали, давайте шпилить. ciskisports.com. Мы вас всех ждем, приглашаем вас к нам на лигу. Для чего мы вообще решили с вами пообщаться и обсудить, так сказать, важные моменты? Понятно, книга классно, супер, я надеюсь, она всем понравится и все в этом плане все получится. Планируем, кстати, запускать ее в продажу в Амазоне, в iTunes будет возможность скачать. Хотим это все везде популяризировать, и в Америке вы тоже сможете, если что, купить. На английский язык ее переведем. Yes. Дальше, по поводу команды и выступления. Я вам коротко рассказал какие-то моменты, не было желания лить воду. Хотел просто поделиться мыслями, рассказать, какая ситуация в команде, и считаю, что какие-то, по крайней мере, вещи я вам передал. Понятно, что все хотят всегда топ-1. Понятно, что все как так, проигрывают, надо что-то менять, надо срочно что-то делать, все на кипише. Поверьте мне, здесь нужна четкая, конкретная позиция, и самое главное, понимание, что ты делаешь и для чего. Знаете, как это? Поспешишь, людей насмешишь, да? По молодости, кажется, тух, сейчас побежим, всех рванем, сука, выгоняй, давай, понимаешь, этот левый кипиш, который просто не нужен. Я стараюсь, честно говоря, исходить из своего опыта, я стараюсь делать правильные выводы, анализы, искреннюю критику по отношению к себе, по отношению к каждому игроку и в целом команде. Я считаю, что я знаю, что нужно делать, просто на данном этапе вот такая ситуация. По поводу состава, всего остального, наверное, какие-то моменты будут больше ясны вообще после выступления на власти, потому что много всего, честно, есть и много команд, которые очень интересуются Сашей Симплом, и много всего, честно говоря, происходит. Не могу ничего вам пока по этому поводу сказать. Единственное, что хочется, чтобы мы собрались и показали хорошую игру на власти. По поводу лиги. Ребят, лига крутая, реально. Будут ланы, будет много всего происходить, будут на лиге турниры 5 на 5. Заходите, подписывайтесь, играйте. У нас уже на данный момент около 70 серверов. Мы откроем отдельные хабы Казахстана, Дальнего Востока. Хотим развиваться, хотим двигать СНГ. Я знаю, что в СНГ есть игроки. Я считаю, что эта совместная, так сказать, коллаборация с Faceit — это крутой шаг, потому что я использую свои ресурсы и свои знания. Faceit просто очень круто все делает технически, и мы реально можем вместе создать такой проект, в котором наши игроки могут идти вперед, развиваться. И я бы хотел, чтобы какой-нибудь русскоязычный игрок там играл в какой-то буржуйской команде, который чтобы говорил по-английски, как это там делают в Dota Resolution, да. Я считаю, что это круто, это прорыв. В СНГ, ребят, честно, в профессиональных командах просто не хватает игроков.
Вот была даже история с Просто. Кстати, по поводу Просто, кто не знает, Сеня стал тренером Просто. И это тоже очень крутой момент. Но об этом потом поговорим в других видосах. Тем не менее, просто там вот у Гамбит была ситуация, вы знаете, не просто не могли найти игрока. Игроков нету. Даже вот в СНГ банально вот профессиональная организация, профессиональная команда не может найти, то есть ищет молодых талантов, но очень сложно. На нашей площадке вы сможете себя реализовывать, проходить ФПЛ, и вы будете в первую очередь на виду, чтобы вас могли заметить. Вот. При этом у нас очень правильно расставлены вообще приоритеты по дивизионам, и прогресс просто будет сразу виден, если вы будете много играть, тренироваться. Поэтому все заходите к нам, CIS eSports, League. Мы хотим сделать что-то реально масштабное и крутое. Вот. Большое спасибо, огромный респект всем, кто в любом случае с нами, кто, несмотря на наши поражения, на все расклады, верит в нас. Ребят, большое вам спасибо. То ли еще будет. Я уверен, что, знаете, надо проиграть, надо это почувствовать, это поражение, надо это пережить, надо поплакать, надо все это как бы на себе испытать, для того, чтобы потом по-настоящему искренне в сердце, внутри собраться и пойти вперед. Я вам это говорю не просто какие-то пустые слова, это говорю уже на опыте, это 100%. Значит, сегодня нам надо проиграть, значит, нужно вот это вот испытать. Те, кто с нами, те, кто по-настоящему верят в команду, по-настоящему поддерживают наши друзья, те будут переживать непростую минуту вместе с нами. Вам огромное спасибо. Мы будем двигаться вперед. Я считаю, все будет хорошо. Всех люблю, всех обнимаю. Это Даня Зевс. Простое общение. Обнимаю, пока. До встречи. Да, ну и, кстати, ребят, по поводу того, что вы не только подписывайтесь на нашу лигу, также подписывайтесь и на наш YouTube канал. Несмотря на все, мы делаем контент. И, кстати, да, еще так хотел сказать быстро, кто говорит: эй, там, блин, твой контент, ты вообще снимаешь ролики. Ребят, ебулда это все. Я 90% времени живу КСом. И только 10%, когда мне хочется отвлечься, чем-то позаниматься, мы делаем какой-то контент, какие-то видосы. Остальное время фокус КСа. Поэтому не несите херню. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Пока.